Всем привет, на канале Александр Эмбрест. Сегодня к нам в гости попала Makita DF330D, у которой небольшая проблема с редуктором. Ставим режим сверления. Ставим красивенько первую передачу, дощелкиваем с прогазовочкой. И как видим, она все равно не работает. Патрон я могу легко удержать, и при этом слышен треск из редуктора. Короче, давайте разбирать и чинить. Снимаем аккумулятор. А вслед за ним выщелкиваем вот эти вот пластинки с обеих сторон корпуса. После этого раскручиваем. Ну и естественно вскрываем. После этого можно доставать содержимое. Ну и естественно отделять редуктор от всего остального. Берем отвертку, выщелкиваем заднюю металлическую вот эту крышечку и вытрясаем содержимое. Вот так вот. Значит, за первую скорость у нас отвечают зубчики на неподвижном винце и на подвижном винце. Значит, наша задача для начала достать подвижный и неподвижный винцы, почистить их и посмотреть вообще, в принципе, в чем проблема. Вычистили всю эту красоту и давайте посмотрим на зубья. Что в одном, что во втором винце зубья изношены чуть-чуть только у самой вершины. То бишь, по сути, проблема здесь именно в плохом зацепе. Видимо, вот этот подвижный венец недостаточно высоко поднимается к неподвижному венцу. И это нам предстоит сегодня исправить. Значит, обратите внимание вот на вот эти вот пазы. Как раз в них и становится наш неподвижный венец. Углублять пазы мы, естественно, не будем. Значительно проще чуть-чуть подпилить вот эти вот упорчики, чтобы наш неподвижный венец стал чуть-чуть глубже. Хочу сразу предупредить, если зубья на обоих венцах сношены прям сильно, то этот метод не сработает. Такое применяется только в том случае, если видно, что зубчики, ну, грубо говоря, еле-еле подкоцнутые. Тогда, да, в принципе, вы углубите этот венец, зацеп будет лучше, и все будет дальше работать. Вот. Короче, приступаем. Значит, берем боромашинку с отрезным кружком, берем наш венец и будем подпиливать вот эти вот части, которые входят в пазы, ну, которые я показывал только что. Вот примерно что у нас должно получиться. Ну вот практически все и сделано. Остается еще чуть-чуть доработать наш неподвижный венчик. И можно будет приступать к сборке. Для начала что дорабатывать и для чего? Что? Нам необходимо с одной стороны его малость шлифануть. Чуть-чуть уменьшить высоту с одной стороны. То бишь мы для начала убрали немножко со столбиков упорных. А теперь мы его немножко сошлифуем. Чуть-чуть, совсем немножечко. Для чего? Значит, обратите внимание на редуктор. У нас здесь подвижный венец сидит в пластиковой постельке. Так вот, мы когда щелкаем скорость, он, гад, перекашивается. И все бы ничего, если бы пластик вот этого венчика, не венчика, а пластик вот этой постельки не упирался в наш неподвижный венец. То есть получается, что мы начинаем переключать, он перекашивается, перекошенной стороной достает до венчика, и движение вверх прекращается. Из этого зацеп хреновый на большей части нашего венца. Ну, чего как бы быть не должно. Я считаю, что это недоработка инженеров Makita. Ну, что ж тут поделаешь. В принципе, уже этот шуруповерт снят с производства, так что нормально. Короче, для того, чтобы нам компенсировать этот перекос, мы должны чуть-чуть спилить вот здесь венчик. Сейчас покажу, где и как. Для наглядности заклеиваем, грубо говоря, половину нашего венца маляркой. И наша задача вот здесь вот уменьшить высоту венца немножко. Чем ближе, вот, грубо говоря, к этой вершине, тем меньше высота. Так, под конусик. Без фанатизма. Там, где блестит, там снят слой металла. Я думаю, видно. Еще раз повторюсь. Та точка, которую мы больше всего спиливали, должна находиться там, где стоит вот этот вот переключатель.
Ладно, давайте приступать к сборке. Для начала поставим наш подвижный венец на салазки. Ну и зафиксируем его с помощью вот этих вот гвоздиков, которые, кстати говоря, рекомендую вам не посеять, потому что их отдельно особо-то и не найдешь. Непосредственно перед сборкой рекомендую отверстия вот эти, в которые будут входить наши гвоздики, промазать какой-нибудь липкой смазкой, чтобы у вас потом в процессе вашей дальнейшей сборки вот эта вся система автоматически не разбиралась. Установили все вот эти гвоздики, и после этого можно наш подвижный венец, собранный, устанавливать в редуктор. Вот так вот. Ну а после этого начинается обычная рутинная сборка редуктора. После того, как редуктор собран практически, ложим вот какую-нибудь проставку, которая будет компенсировать спиленную часть, да? Ух ты ж, какая липкая смазка, вообще капец просто. Ну и, естественно, защелкиваем наш редуктор вот этой вот металлической пластинкой. Вот, в принципе, все и собрано. Нам остается лишь взять наш редуктор, защелкнуть двигатель на него, ну все это, естественно, затусовать по местам и приступить к проверке. Следите за тем, чтобы никакие провода нигде ничему не мешали, естественно. Не забывайте поставить вот эту вот маленькую пластинку, потому что если вы ее не поставите, у вас регулятор усилия не будет на определенном усилии фиксироваться. Еще раз проверяем, хорошо ли мы все позаводили. Ну и, естественно, накрываем верхним корпусом. Вот так вот. Ну вот мы наш чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Ну, вторая скорость, как и работала. На первую по-человечески переключаем с прогазовочкой. Ну и как бы я его на сверлении могу просто остановить. Но никакого треска, естественно, нет. Вот еще раз. Щелкаем на первую. Вот примерно так чинится редуктор от Makita 330D. Но повторюсь еще раз, данный способ не панацея. Если у вас в нулину стертые зубы, он не поможет. А вот если у вас, скажем так, начальная стадия разрушения редуктора, то в принципе все вы видели и так. Ну а я надеюсь, что вам нравится, когда я ремонтирую без запчастей, поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, ну и хватит. Берем бормашинку с отрезным кружком, берем наш венец и просто-напросто вот здесь вот подпиливаем. Ага. Только включите сначала бормашинку в розетку.